Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Забудь свои заботы, падения и взлеты. Не хнычь, когда судьба себя ведет не как сестра. Но если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Но если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов. Не забывай, что эта жизнь не детская игра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Как всегда, по четвергам радиопрограмма «Семья и школа» чартерных общеобразовательных школ города Сакраменто Gateway Community Charters. У нас в студии сегодня специальный гость, доктор Сэнди Питерсон. Она является суперинтендентом округа Gateway Community Charters, и также Сергей Теребков, который является директором по связям с общественностью, государственными структурами, семьями и родителями. Я, прежде всего, пользуясь возможностью, хочу поблагодарить доктора Питерсона за то, что уже много-много лет чартерные школы служат общению здесь нашей в городе Сакраменто, и многие семьи, многие родители очень рады тому, что есть такая альтернатива, такая возможность посылать своих детей в эти школы. Также я хочу поблагодарить за то, что было сделано все, чтобы была продлена лицензия, контракт для школы EPIC. Многие родители звонили, переживали, волновались, это был такой стрессовый момент, и поэтому спасибо большое, что продлен этот контракт, продлен чартер. Ну а сейчас, чтобы не терять время, я хочу предоставить вам возможность поприветствовать нашу общину и поделиться, как мы всегда делаем на всех наших митингах, good things, что-то самое такое приятное, что в последнее время вот в вашей жизни и в работе произошло. Thank you so much. Спасибо большое. Good morning. Доброе утро. It is, as I like to say, it's a beautiful day in the neighborhood. Прекрасный день сегодня у нас. Spring appears to have risen with the flowers, and sometimes it's just a great time to be grateful to be alive. Ну, всегда весна ассоциируется у нас с цветами, поэтому это прекрасная возможность быть и радоваться жизни. Along with that, I just want to say I'm so grateful to be here with you today. It's always an honor and a privilege to be able to come and speak with our community. Ну, вы знаете, для меня это всегда большая честь быть с вами, быть здесь и общаться с комьюнити. Напоминаю, что вы можете смотреть нас на Facebook, на Ethno FM, вы можете на других площадках видеть, слышать интервью с суперинтендентом Gateway Community Charters, доктор Сэнди Питерсон, и также Сергей Теребков, который представляет отдел по связям с общественностью. Сэнди, вы бываете на различных конференциях и вращаетесь
в сфере образования. Какие последние свежие новости касательно чартерных школ, законов или в целом системы образования вы хотели бы осветить для нашей общины, для наших родителей? Вот что происходит сейчас в сфере образования? Пожалуйста, как эксперт и человек, который хорошо знает и чувствует то, что происходит в этой области, поделитесь с нашими родителями. Thank you for that question. Спасибо за этот вопрос. There is a lot going on in California in relation to charter schools. Ну, сейчас много что в Калифорнии происходит в связи с чартерными школами. Politically, the environment is a little challenging right now. Ну, как вы понимаете, политическая обстановка сейчас очень проблематична для чартеров. The politicians and the legislature have chosen to try to constrain charter schools and their growth. Ну, вы знаете, что политики и власть придержащие, большинству из них, нужно сказать, что они нажимают на чартерные школы и пытаются нас всячески ограничить. While our schools are excellent schools and they are not in any danger of any, radical changes, they may be constrained in how they can grow in the future. Ну, в общем-то, вы знаете, что наши школы очень хорошие, отличного качества, мы предлагаем образование, и я хочу подчеркнуть, что такого чего-то ужасного происходить не будет, но будут существовать проблемы, связанные с ростом и расширением деятельности. Gateway Community Charters and each of our schools is doing amazing work, and that's the most important thing we need to do is every day get up and do the right things for our students and our families. Ну, вы знаете, мы в нашем объединении Gateway все делаем очень хорошую работу, я очень ценю всех сотрудников наших, и мы утром встаем и всегда стараемся делать все, что мы можем, и помочь нашим детям. One of the things, though, that may be called on in the future, like it was for the EPIC renewal, is at certain peak times we may need to call on our community to stand and rise and have a united voice and presence in support of our schools. Ну, вы знаете, как община может подключиться и помочь, что наступают иногда времена, когда мы будем обращаться к вам и просить вашу помощь, чтобы вы вместе с нами встали, нас поддержали и поддержали нас своим голосом, своим присутствием на политических заседаниях всевозможных. I'm also a big believer that challenging times is what makes us stronger and what makes us reach to more excellence, both as individuals and as an organization. So I am not seeing this as something to be afraid of. I'm seeing it as something to step into and to be proud of and take positive action on. Ну, вы знаете, я верю в то, что трудные времена, они часто открывают новые возможности, дают нам возможности расти и индивидуально, как людям, и как профессионалам, и как организация. То есть я в любом случае вижу это как некую возможность для нас. Напоминаю, что вы слушаете радиопрограмму «Семья и школа» о чартерных общеобразовательных школ города Сакраменто, Gateway Community Charters. И в студии у нас сегодня эксклюзивное интервью с доктором Синди Питерсон. Она является CEO и суперинтендент школьного округа GCC, вот так мы сокращенно называем. Также Сергей Теребков, который представляет департамент по связям с общественностью, является президентом Славяно-Американской торговой палаты. Телефон 916-286-1950, 916-286-1950. Синди, мой следующий вопрос касается очень такого для меня важного вопроса развития характера ребенка, студентов, которые учатся в округе Gateway Community Charters. Мы говорим сейчас о социально-эмоциональном обучении, о чувстве сострадания, о чувстве симпатии, вот, о созидании вот, эмоционального мира ребенка. Расскажите немножко вот об этих проектах и о том, что вот вы планируете делать в школах. Any plans to implement that? In Gateway Community Charters, all of our schools are working on what we call capturing kids' hearts. Ну, наверное, как вам известно, в наших школах Gateway мы, в общем-то,
применяем программу так называемую Capturing Kids Hearts или как захватить сердце ребенка. And the Capturing Kids' Hearts philosophy is that you cannot educate a child if you do not have their heart. И концепция такова, что ты не можешь обучать ребенка успешно, если его сердце, его душа не там. То есть, This Capturing Kids' Hearts, though, is also a main component of our social emotional learning approach. да, и вы знаете, что вот эта Capturing Kids Hearts система, да, или захватить сердце ребенка, это основной компонент, который мы применяем также в концепции социально-эмоционального обучения. So what we want for our children, as well as for the adults in our community, is that they be highly functioning individuals. То, что мы хотим, чтобы наши дети, они стали успешными и хорошо функционирующими взрослыми людьми. And that they be highly, how do I say this, that they be good people. Ну и, конечно, мы хотим, как бы вот это сказать, чтобы они хорошими людьми стали, в конце концов. So what we're working on with our students are some key skills like self-awareness. И как мы работаем со студентами, это вот такие навыки определенные, например, понимание самого себя. Self-management. Это как себя организовывать. Social awareness. То есть социальное такое понимание, что происходит вокруг тебя. Relationship skills. Взаимоотношения, как строить взаимоотношения. And responsible decision making. И как правильно принимать ответственные решения в жизни. So within those 5 components, we are using things like the character development and the Capturing Kids' Hearts to ensure our students are able to function at a high level in the world. Для того, чтобы эти 5 компонентов присутствовали успешно, мы используем систему Capturing Kids' Hearts и также вот строим характер ребенка, помогаем сформировать характер ребенка. As you can imagine, it's not helpful if we create highly intelligent human beings who cannot exist in the world. Ну, если вы понимаете, что если человек интеллектуально богат информацией, но он не может успешно существовать в мире, вот в обществе, то это проблематично. So our goal is to find ways to create students who are high in character and high in these skills so that they can both be strong academically and strong in the world and successful. Поэтому мы работаем над тем, чтобы ребенок имел и знания академические, и имел правильный характер, и мог функционировать в обществе успешно, потому что эти 2 компонента, они дают успех. The empathy part of it is the good part of it, if you will. It's about being, treating others well, understanding others. It is about creating a safe environment for everyone in our buildings. Ну, знаете, очень важно также, чтобы ребенок имел сострадание, понимание других людей, и мы этим занимаемся для того, чтобы ребенок мог функционировать в обществе или в каких-то группах мог взаимодействовать с другими. Доктор Синди Питерсон сегодня у нас в студии. Мы говорим не только о законах, не только о том, что нужно делать для того, чтобы чартерные школы развивались, но говорим о важности развития характера ребенка. И я вспомнил выражение Мартина Лютера Кинга, который говорил, что intelligence plus character, that is the goal of true education. И вот это то, на что нацелены чартерные школы, работать с характером ребенка, развивать его культурный уровень. И то, что отметила Синди, чтобы человек был добрым, человек был хорошим, чтобы дети могли сострадать друг другу, любить друг друга. Я думаю, что в этом плане родители поддерживают учителей, поддерживают администрацию школы. И те, кто нас слышат, они будут благодарны за эти программы Capturing Kids' Hearts, Social Emotional Learning, да, программа. И вот, в частности,
программа, которая развивает чувство сострадания. Перейдем сейчас непосредственно к GCC, перейдем к округу, который вы возглавляете уже много-много лет. Вот что происходит в школах, что вас впечатляет, что вы хотели бы донести до нашей общины касательно вот планов GCC Blueprint, проекты новые и идеи, которые вы воплощаете. Пожалуйста. Thank you. Спасибо большое. The Blueprint for Excellence is a pretty comprehensive document that we use to put our mission, our vision, priorities, goals, hopes and dreams into one document for the world to see. Ну, знаете, мы работали достаточно долго для того, чтобы вот нашу миссию, определение нашей миссии, нашего понимания, куда мы движемся, других компонентов, чтобы это все объединить в некую дорожную карту, и вот такой документ наконец мы создали. And we use that document and we bleed it, if you will, throughout everything we do as carrying back to what matters and what's important, and to be ensuring that it is guiding our work. Что мы сделали? Мы, так сказать, соединили вот эту дорожную карту, этот документ, так называемый blueprint, с тем, что мы делаем на повседневной жизни в наших школах, с пониманием того, что где, какие приоритеты и что важно, необходимо нам делать. At the beginning of this school year, in the blueprint, there was a goal to reach a magic number of having our enrollment go over 5,000 students by 2020. And actually, we were so excited that we met that goal earlier this year in 2019. Ну, вы знаете, одна из таких целей, задач была это, значит, расширить количество студентов, которых мы обслуживаем, чтобы их было больше 5000. И мы этой задачи добились раньше времени даже, то есть в начале 2019 года. Another one of the goals that we have, or dreams or aspirations that we stated, was we want to open 3 new charters in the next 5 years. Ну, вы знаете, у нас другая мечта есть, и такое желание большое, это открыть еще 3 чартерные школы в течение следующих 5 лет, новых школ. As I said earlier, these are challenging political times, and that's created a little bit of a constraint to that, but we haven't given up our dreams. We're still working on ways to do that, so that we can find new and different ways to serve the community. Ну, вы знаете, как я уже сказал в начале, что политическая обстановка очень такая нерасполагающая к тому, чтобы новые школы открывать, но мы мечту эту не оставили и надеемся, что все-таки сможем что-то сделать. For me personally, part of the blueprint is not just what's on paper, but it's what we do and who we are. So for me, I'm really proud of the work we're doing. This year we're using the term Ubuntu to drive some of our work, like we have in the past used the term be brave and ignite positive change. Ну, знаете, для меня документ этот не только какие-то цели и задачи, но также это определение того, кто мы есть. Например, вот сейчас мы используем такой термин, как Ubuntu, и до этого у нас был или слоган, или девиз такой, да, значит, это be brave, то есть, что будь бесстрашным, да. Вот в этом году у нас новый такой слоган, новый девиз, это Ubuntu. Сейчас мы расскажем, что это. So Ubuntu, in its concept and how we're using it, is just a way to inspire one another, to help each other grow, to help each other shine, to celebrate one another, to be successful together. Эта концепция такая, она пришла из Африки, из африканских племен, где когда вся группа людей, все племя или вся группа людей работает над тем, чтобы каждый из них мог добиться успеха. So throughout the blueprint, what I think is the most important message is, what are we doing? How are we spending our resources? What matters? In order to help everyone in our organization, from our students through our staff, to shine. Ну, смотрите, все, что вот мы для чего этот блупринт мы делаем, это чтобы каждый человек на своем месте, от ученика до руководителя главного, мог делать то, чтобы мы все, как группа, вот все мы, чтобы мы могли, так сказать, ну, shine или засиять и добиться успеха. Я вспомнил выражение, нужна целая деревня, чтобы воспитать ребенка. It takes a village to raise a child. It sounds like that.
Я думаю, что это очень коррелирует с тем, что вы говорите, и уверен в том, что если семья и школа сотрудничают, находят вот эти мосты взаимопонимания и участвуют в процессе образования ребенка, тогда это будет более успешно. И в этом плане я хотел бы вас попросить поделиться советами, возможностями для родителей, как быть вовлеченным в систему образования, как влиять на процесс образования. Расскажите немножко вот о тех программах или о тех возможностях, которыми родители могут воспользоваться для того, чтобы участвовать в процессе образования своего ребенка. So obviously there's for parents to be active, there's the big things like we talked about. If we need you to come out and sit in a boardroom to send a message, that's a way that you contribute. Ну, давайте начнем с того, что есть ситуация и возможность или даже необходимость с нашей стороны, чтобы родители пришли, нас поддержали, например, в каком-то school board заседании и так далее, чтобы родители могли показать свою поддержку школе. And as Mr. Leshik has said, the doing homework, the spending time together, the being involved, all of that matters and is important. Вот. Ну и как вот господин Лещук сказал, что важно, чтобы ребенок, родители участвовали в образовательном процессе, проверяли домашние работы, занимались вместе с ребенком, то есть это необходимо тоже. Another key aspect, and we know this is true, is students can't learn and grow and become all they can be if they're not at school. So it's really important for parents and families to make school attendance a priority. Ну, вы знаете, еще такой ключевой момент в том, чтобы ребенок должен находиться в школе для того, чтобы он был успешным. То есть пропуски, вот когда без уважительной причины ребенок отсутствует, это очень негативно влияет. And in light of the work we're doing on social emotional learning, I think one of the key things parents can do is help students be aware of their emotions, how to regulate their emotions, how to be civil, and how to be a person of empathy with others and their feelings. То есть еще важно понимать, что вот в свете социально-эмоционального образования, концепции этой, да, очень было бы хорошо, чтобы родители постоянно, как-то общаясь с детьми, проверяли их эмоциональное состояние и помогали им понимать, что нужно относиться к другим людям, к ближним своим, со состраданием, с пониманием, чтобы это вот происходило таким образом, это чтобы из семьи исходило. We're living in a world that is not treating each other very well and has not figured out how to disagree with civility. And I think we have ways to help our students be more and expect more. Ну, наверное, для вас не секрет, что вот в этом мире, в котором мы живем, достаточно все напряженно, и люди не знают, как быть несогласными с чем-то или как иметь разные мнения, при этом уважать друг друга, относиться, ну, как-то это более или менее в нормальном плане. I would just say lastly, just never forget the most important educator in a child's life are their parents. Ну, еще раз я, конечно, хочу сказать, что главный, так сказать, педагог в семье, в жизни ребенка – это родитель. Доктор Синди Питерсон сегодня у нас в студии, Superintendent Gateway Community Charters, и мы говорим о том, что происходит в школах, и в частности фокусируемся на внутреннем мире, на характере ребенка. Синди, я знаю, что в марте пройдет большая конференция, которая организовывается Ассоциацией чартерных школ Калифорнии. Это уже огромное количество прошло таких конференций. Вот расскажите немножко об этом мероприятии и как это влияет вот на климат, на отношение к чартерным школам. Что там происходит и какая главная цель этих конференций, этих встреч, которые регулярно проходят в Калифорнии? I think, first of all, I'm a believer in continuous learning.
no matter who's providing the learning, we should be at all the places where we can learn and grow. Ну, знаете, важно, я хочу подчеркнуть, что образование – это процесс, продолжающийся всегда, независимо от того, кто дает информацию, кто вас учит. The California Charter Schools Association annual conference that you're referencing is a key place where many of us go and learn. Ну, знаете, для нас это такое ключевое место, куда мы ездим все и чему-то новому учимся на постоянной основе. Along with learning, though, it's where we come together about these challenges the charter school movement is facing. Вот. Ну, еще важно сказать, что помимо того, что что-то мы учимся друг у друга, еще мы туда съезжаемся и общаемся на тему того, что какие трудности перед нами стоят и какие задачи перед нами стоят. So our presence and attendance there is important to be a part of showing the solidarity with others who are doing what we're doing, which is trying to create choice for children. Но здесь важно сказать, что есть такой момент солидарности, то есть, чтобы мы должны показать, что мы вместе, чартерное движение вместе, что мы друг друга поддерживаем, то есть в этом, безусловно, тоже большой фактор. Доктор Синди Питерсон сегодня у нас в рамках программы «Семья и школа». Мы проводим эксклюзивное интервью. Также Сергей Теребков, который является руководителем отдела по связям с общественностью. Телефон школы 916-286-1950. Время очень быстро утекло. Я хочу поблагодарить Сэнди за то, что она нашла время из своего скеджула, своего расписания, чтобы быть на нашей радиопрограмме. Также спасибо Сергею. Я думаю, что ее выступление, оно вселяет спокойствие, потому что люди, которые непосредственно занимаются продвижением чартерных школ и защитой их интересов, они нуждаются в поддержке, и я думаю, что наша община, наши родители всегда делали все возможное для того, чтобы присутствовать на заседаниях, на советах и показать, что в единстве наша сила. И вот то, о чем мы говорили касательно конференции, это также очень важно, показать, что это огромное количество школ, это большое движение, которое не остановить, это альтернатива общественным школам. Я предоставлю Сэнди сейчас еще несколько минут для того, чтобы она, возможно, обратилась к тем, кто в вестибюлях школы или где-то в автомобилях еще слушает наше интервью. Вот такое напутствие, может быть, пожелания короткие для тех, кто нас сейчас слушает при завершении нашей радиопередачи. I want to give a word of wisdom to our parents, but I want to also shout out to one of our staff members because recently Vice Principal Tatiana Kissel defended her dissertation and is now Dr. Tatiana Kissel, and that's not a small accomplishment, so I want to make sure that we affirm her. Да, ну, знаете, с чего я хочу начать? Конечно, я могу поделиться какими-то мыслями и так далее, но важно подчеркнуть, что наш заместитель директора школы в СИОЭ, это Татьяна Кисель, она защитила докторскую диссертацию. Теперь она не просто Татьяна Кисель, а доктор Татьяна Кисель, и мы хотим ее поздравить с этим. So my words of wisdom maybe relate to Tatiana's journey, and that is she's a mom, she's expecting a child any day, and yet she's modeling for her family and for her community that education and meeting her goals is important. Ну, знаете, вот я хочу вот это пожелание связать с Татьяной, чтобы она для вас была примером, с Татьяной Кисель, потому что она мама, которая работает, она же учитель, педагог, преподаватель, администратор, вот, и, так сказать, одновременно является лидером. Пусть она для вас будет примером. Спасибо, Сэнди. Я думаю, что ей очень приятно. Она ожидает сейчас ребенка, и действительно, я думаю, что ребенок там танцует у нее в организме от счастья. Защитить докторскую вот во время беременности — это действительно героизм, это подвиг. Так что мы тоже поздравляем Татьяну и еще раз благодарим доктора Сэнди Питерсон, Сергей Теребков за ваше участие. Желаем вам хорошего настроения, хорошего дня и еще больше энергии, вдохновения для того, чтобы наши школы процветали. Спасибо, до свидания. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире. До свидания. До свидания. Thank you.